Привет, Арми. Вы когда-нибудь видели кого-то настолько искреннего, что его сердце больше не может лгать? Представьте себе тихую ночь, приглушенный свет освещает комнату, аромат простой еды наполняет воздух, и посреди этой тишины стоит Чингук, наконец-то отказавшийся от притворства. Эта ночь была не просто очередной рутиной, это был момент, когда он больше не мог скрывать то, что волновало его сердце. Улыбка Тэхёна, его теплый взгляд и смешок, от которого мир всегда казался светлее, все это внезапно стало для Чингука поводом признаться в правде, которую он скрывал. Это история его самого честного момента, когда любовь больше не могла быть замаскирована обычными словами, и когда сердце Чингука решило заговорить самым искренним образом. Все началось с мелочей, пустяковых разговоров, которые вдруг стали тяжелыми, смеха, переходящего в шепот и внимания, оказанного только ради того, чтобы увидеть ее улыбку. «Эй, это я», – пробормотал он, когда его спросили, простое приветствие, «хочешь поесть?». Но в этом тоне было что-то большее, чем просто вежливость. Между шутками, заимея 30 тысяч рупий, звучит мило, но под этим скрывается сладкая зависимость, которая говорит «ты мне нужен». Когда Чингук говорит «я хочу спать», такой сонный, это не просто усталость, это приглашение обняться, почувствовать себя в безопасности. Чингук начинает пробовать что-то новое. «Эй, я учусь готовить, понимаешь?» Учиться готовить – это не просто уметь есть, это усилие, это обязательство. Он хочет дать ей что-то, не просто еду, а момент, который она запомнит. Когда он нервничает из-за того, что не может купить себе еду или попросить денег, это показывает его уязвимость. Эта уязвимость мила, он не стыдится показать свою слабость, потому что есть кто-то, кто заставляет его хотеть быть сильным. Чувство возникает медленно, как огонь, горящий в глубине его глаз. Чингук понимает, ты та, кого я не могу оставить. Не потому, что другие не важны, а потому, что есть магнит, который всегда тянет его обратно, не ради славы или похвалы, а из-за этого лица, этой улыбки. Он обещает себе, что если ему придется уйти, он все равно вернется, сквозь 1000 звезд, пронзая темную ночь. Никакое расстояние не кажется слишком большим, когда цель проста – снова услышать эхо ее голоса, снова увидеть отражение ее глаз. В тишине Чингук представляет слова, похожие на молитву. «Небеса могут быть бархатным небом, но огонь в моих глазах, я пронзю жар, пронзю огонь воспоминаний». Эти слова не просто риторика. Они отражают его решимость. Любовь, которую он чувствует, кажется последней, сладкая, зрелая и полная смысла. Он хочет вернуть себе рай, который когда-то был между ними. Одних слов недостаточно. Чингук хочет действовать, хочет обнимать ее, пока она не проснется, чтобы время было на их стороне, верит, что любовь – это доверие, о котором он должен заботиться. Он выходит на шоссе, находит жизнь в каждом углу и приносит мелодию, которую никогда не играли с Тэхином. Перед камерой мы видим Чингука, который никогда не прекращает попыток. «Я не хочу отдыхать». Эхо на этой стене изо всех сил пытается создать. Борьба реальна. Он хочет вырезать историю, которой они оба смогут гордиться. Однажды ночью, когда все огни погасли и слышно только дыхание, Чингук берет Тэхена за руку, не нужно длинных слов. Один взгляд говорит сам за себя. В тот момент мир словно затих, потому что признание не всегда требует слов. Иногда оно в прикосновении, в том, как кто-то смотрит на тебя. Это не история о том, как совершенствовать себя для кого-то другого. Речь идет о поиске причины оставаться лучшей версией себя, потому что есть кто-то, кто заставляет тебя хотеть возвращаться снова и снова. Чингук понял, любовь – это не просто сладкое слово, это путь, требующий терпения, мужества и преданности. «Держи меня крепче, пока я не проснусь». Это может показаться простым, но за этим стоит обещание «я всегда вернусь». Вы когда-нибудь чувствовали момент, когда ваше сердце настолько честно, что вы больше не можете скрывать правду? В ту ночь Чингук осознал нечто столь глубокое, столь простое и столь сильное – желание любить Тэхёна. Все началось с маленького момента, простого вопроса, который, как оказалось, нес в себе более глубокий смысл «хочешь что-нибудь поесть?». Легкий смех, перешедший в шепот, и простая просьба вроде «одолжи 30 тысяч рупий». За этой шуткой скрывалось сладкое чувство зависимости, то, что он хотел показать только одному человеку. Till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah.
Чингук начал учиться готовить. Речь шла не только о еде, речь шла о том, чтобы отдавать, о создании значимых моментов. Он хотел, чтобы Тэхён знал: «Я стараюсь для тебя». Даже когда он чувствовал себя слабым, неспособным позволить себе собственную еду, в его уязвимости была честность, уязвимость, которая делала его еще слаще. Слова начали складываться в стихотворение: «Ты единственный, кого я не могу оставить». Предложение продолжало звучать эхом, становясь сильнее, как будто это было обещание. Он знал, что если ему придется уйти, он всегда вернется, пересекая тысячи звезд, пронзая тьму только по одной причине — это лицо, это улыбка. И когда все огни погасли, осталось только дыхание, Чингук держал Тэхёна за руку, не нужно было длинных слов, просто взгляд, просто объятие, этого было достаточно, признание было настоящим, даже без слов. Это была не история о совершенстве, это было путешествие, о том, чтобы стать лучше, о возвращении к одной причине. Чингук знал, что любовь — это не просто слово, любовь — это путешествие, любовь была смелостью, любовь была обещанием: «Держи меня крепче, пока я не проснусь». Это была не просто просьба, а обещание, что он всегда вернется. И в конце концов, та ночь стала молчаливым свидетелем того, как Чингук перестал бороться со своими чувствами. Он понял, что больше нет причин скрывать такую чистую любовь. И дело было не в сладких словах или пустых обещаниях, а в простом взгляде и прикосновении, которые говорили больше тысячи слов. Тэхён был причиной, по которой он хотел вернуться каждый раз, когда уходил, лицом, которое всегда тянуло его домой, даже несмотря на то, что расстояние и время пытались разлучить их. Чингук знал, что эта любовь не случайна. Это было путешествие, которое требовало мужества, терпения и обещания всегда возвращаться. В ту ночь, в тишине, он открыл правду. Его любовь к Тэхёну была не просто чувством, это был дом, в который он всегда хотел вернуться. Если вас тронула эта история, не забудьте поставить лайк и подписаться, и расскажите нам в комментариях, кто заставил вас захотеть стать лучшей версией себя.